Вы на канале «Это вкусно». Сегодня я буду готовить овощной киш. Киш – это открытый пирог с различными начинками. Его основа – это хрустящее, тающее во рту песочное тесто. Вкусная овощная начинка и сочетание сливок и сыра в заливке делают этот простой пирог невероятным. Для киша нам нужно приготовить тесто, начинку и заливку. Список всех ингредиентов вы найдете в конце видео. Начнем с теста. Рубим кубиками охлажденное сливочное масло и соединяем в чаше блендера с мукой. Далее добавляю сметану, желток, сахар и соль. Выливаю коньяк и измельчаю все в крошку. Вместо коньяка можно использовать водку. Крепкий алкоголь здесь нужен не для аромата, а для того, чтобы сделать тесто хрустящим. Не выключая комбайна, по одной вливаю 3 столовые ложки ледяной воды. Тесто должно собраться в комок. Выкладываю тесто на стол и формирую шар. Месить тесто не нужно. Заворачиваю его в пленку и убираю минут на 20 в холодильник. Подготовлю форму, в которой буду выпекать пирог. У меня это специальная форма со съемным дном диаметром 28 см. Раскатываю корж, переношу его в форму и подрезаю ровно края. Обрезки можем использовать в те места, где корж получился тоньше. Теперь отправляю основу пирога в холодильник на 1 час или в морозилку минут на 30. А пока займусь начинкой. Нарезаю тонкой соломкой лук и пассерую его. Теперь добавляю к луку овощи. У меня они были замороженные, я их предварительно разморозила и нарезала капусту на небольшие соцветия. Тушим овощи. Добавляем соль, перец и специи, которые вы любите. У меня это прованские травы. Можно добавить свежую зелень и шпинат. Самое время поставить рецепту лайк. Сделайте это, чтобы видео посмотрело как можно больше зрителей. Так вы поможете развитию моего канала. Овощи готовы, пора заняться тестом. Достаю корж из холодильника и накалываю его вилкой. Кладу на тесто лист пергамента, а сверху насыпаю керамические шарики. Не беда, если у вас нет таких, они легко заменяются на фасоль или горох. Сейчас они выполняют функцию груза, чтобы тесто не поднималось при выпечке. Разогреваю духовку до 200 градусов. Через 15 минут шарики удаляю, а корж еще пропекаю минут 10-15. Ориентируйтесь по вашей духовке. Основа должна получиться золотистой. У меня на канале есть рецепт приготовления простого заливного пирога с курицей и овощами. Видео вы можете посмотреть, кликнув по ссылке в правом верхнем углу. Корж готов. Отставляю его в сторонку минут на 10 и займусь заливкой. Натираю сыр на крупной терке, слегка взбиваю яйца, добавляю сливки, соль и перец по щепотке. Перемешиваю. Часть сыра добавляю к заливке. Выкладываю начинку на корж, распределяю ее и добавляю заливку. Сверху посыпаю оставшимся сыром, ставлю в духовку на 45 минут при 200 градусах. Вот такой киш у меня получился. Даю ему немного остыть, достаю из формы и разрезаю. Хрустящая песочная основа в сочетании с овощами, сливками и сыром дадут вам ощущение истинного наслаждения. Для теста мне понадобилось 200 граммов муки, 150 граммов холодного сливочного масла, 1 желток, 1 столовая ложка сметаны, 1 столовая ложка коньяка или другой крепкий алкоголь, 1 чайная ложка сахара, пол чайной ложки соли, 3 столовые ложки холодной воды. Для начинки я взяла 1 среднюю луковицу, 600 граммов смеси овощей, у меня это брокколи, цветная капуста, стручковая фасоль и немного мексиканской смеси. Соль, перец и специи по вкусу.
Для заливки понадобилось 3 яйца, 150 мл сливок, 50 граммов сыра. И вот такой вкусный закусочный пирог получился. Готовьте и наслаждайтесь. Мои любимые рецепты несладкой выпечки смотрите в этом плейлисте. Понравился сегодняшний рецепт? Поставьте лайк этому видео и не забудьте подписаться на канал. Это вкусно!